Сегодня я хотел бы поговорить про растения и все, что о них знаю. И давайте начнем с основ. Перед любым объектом, например, если вы начинаете дракона, лучше зачистить все эти растения со стороны врагов. Например, шишку, чтобы вражеский джанглер не перепрыгнул стенку с помощью нее и не забрал у вас дракона. Или кто-нибудь, чтобы не просветил дракона. И вас в том числе. Второе, что нужно понять, что все эти растения появляются в случайный момент. То есть у них есть диапазон появления. Например, давайте начнем с медовым плодом. Обычно первый медовый плод может вам перевернуть игру на линии, тем, что вы им воспользуетесь. Поэтому время его появления очень важно. И он появляется на 6-й минуте и последующие 30 секунд. То есть в 6:30 вы можете уйти с линии, подхилиться и вернуться назад. И выиграть своего оппонента. Также нужно понимать, что медовые плоты замедляют, когда вы идете по ним. И поэтому, если вы убегаете от какого-то врага, то вы можете разрушить этот медовый плод, и тогда враг либо замедлится, либо ему нужно будет оббегать это поле. Конечно, ситуации, когда это может случиться, бывают редко, но тем не менее она может произойти. Также многие игроки, когда начинают подбирать плоды, теряют какое-то количество времени. Наиболее эффективным вариантом является собирать их зигзагом. Например, вы двигаетесь в сторону мида, тогда вам нужно начать с противоположной стороны, это самый быстрый способ их собрать. Также нужно понимать, что каждый плод восстанавливает процентами. То есть если у вас не 1000 хп, а 2000 хп, то они восстановят вам больше. А также процент зависит от вашего уровня. Чем он у вас выше, тем больше он восстановит. Также многие не знают, но медовые плоды восстанавливают ярость таким чемпионам, как Триндамир, Шивана, Рениктон. На этом мы закончим с медовым плодом. Перейдем к скаут растению, что в переводе означает разведка. Такое растение наиболее эффективно перед тимфайтом. Например, вы играете на декере или каком-нибудь маге и не знаете, где вражеская Эвелина или там Z. Тогда вы можете использовать это растение так, чтобы узнать, где вражеский ассасин, и тогда вам будет легче от него защищаться. И он не сможет по вам сыграть неожиданно. И с помощью этого знания вы можете легко выиграть тимфайт. Также нужно понимать, что активацию этого растения видно на миникарте. И неважно, есть там обзор или нету. Поэтому, если вы хотите скрытно забрать барона или дракона, то подумайте 3 раза перед тем, как активировать его. Потому что именно это может испалить вас. Точно так же себя может спалить и вражеский джанглер, потому что это растение появляется в районе 3:15. Он может пробежать рядом и просто использовать его. Поэтому многие хорошие джанглеры не используют это растение прям сразу, когда оно появляется. Они его наоборот используют для того, чтобы проверить, не забирает ли вражеский джанглер Герда или дракона. И последнее у нас растение — это шишка. И как часто вы хотели прыгнуть в одну точку, но прыгали случайно в другую. И чтобы этого избежать, первое, никогда не смотрите на подсказку. То есть, когда вы на круге, вы увидите такой красный шарик. Старайтесь проецировать эту подсказку у себя в голове до того, как вы наступите на эту шишку. То есть вы заранее кликаете на место, куда вы хотите встать, и как только вы встаете, вы сразу же активируете ее. Лично я так пользуюсь, и всегда получается убежать от кого-то. Также шишка может перемещать некоторые объекты, такие как ловушки Шака. То есть вы их можете наставить, потом перекинуть и выиграть тимфайт за счет этого, если он вокруг дракона. А враги их не смогут зачистить, потому что они были до этого в другом месте. А у меня на этом все. Всем спасибо за поддержку, особенно патронам с Бусти, и удачных вам игр!